У вас внутри сокрыт гигантский потенциал самонастройки на высшие миры. Будда Вайрочена, 26 декабря 2012 года. Я есмь Вайрочена. Я есмь желаю сегодня дать свое послание тем, кто готов выслушать меня и принять мое учение. Не торопитесь приступать к моему посланию. Сначала сосредоточьтесь на своем сердце, на своих ощущениях. И если суета мира, суетные мысли, любые несбалансированные проявления мира владеют вами, отложите чтение моего послания. Оно не принесет вам пользы. Наши вибрации должны выровняться, прийти в сонастрой. Только в этом случае вы сможете воспринять мое послание. И нектар моего послания проникнет в самые сокровенные уголки вашей души и принесет вам ни с чем не сравнимое блаженство. Наши послания проникают в ваше существо и оказывают тонкое воздействие на вашу энергетическую систему. Может показаться, что ничего не происходит, а может, напротив, ощущаться энергия, проникающая в ваше существо. И в том, и в другом случае польза, которую получат ваши души, будет огромна. Потому что взаимодействие наших миров происходит внутри вашего существа, когда вы сонастроены с высшими мирами и готовы к восприятию энергии высших миров. Сейчас, когда я подготовил ваше сознание, я готов приступить. Вы знаете, что вы являетесь не только физическим существом, состоящим из мышц и костей. Вы являетесь тонко организованным энергетическим существом. И до тех пор, пока вы не обращаете внимания на вашу тонкую природу, она может не проявлять себя. Но в жизни каждого живого существа наступают моменты, когда оно готово к восприятию тонких миров. Это подобно тому, как ваша энергетическая система расцветает. Все ваши чакры раскрываются и напоминают чудесные цветы,
раскрашенные самыми нежными оттенками, с очень тонкими и определенным образом ориентированными лепестками. Ваши чакры представляют собой очень тонко настроенный механизм, способный взаимодействовать с высшими мирами. Это те антенны и локаторы, которые дают вам возможность проникать своим сознанием в высшие миры. И тогда, когда ваша энергетическая система настроена, вы получаете возможность беспрепятственного общения с более тонкими мирами и системами миров. К сожалению, когда я наблюдаю человечество со своего плана бытия, я чрезвычайно редко вижу расцветшие цветы ваших чакр, которые говорят о вашем духовном уровне и способности воспринимать высшие миры. Как правило, человеческие индивидуумы имеют раскрытыми лишь одну, две или три нижние чакры. А некоторые индивидуумы подставили себя на растерзание своим желаниям и страстям, и их светильники, чакры, потухли и представляют собой черные дыры в пространстве, куда течет энергия их ненасытных желаний. Страшно наблюдать, что некоторые люди сделали с собой. Вместо проявления себя как божественного существа, они стали поглотителями божественной энергии. Весь вопрос вашего дальнейшего эволюционного развития заключается в том, насколько вы сможете раскрыть ваши энергетические центры, ваши чакры. Причем не только низшие чакры, но и всю энергетическую систему вашего существа. Чем более сбалансированы ваши чакры, тем вы более приближаетесь к идеалу божественного человека. Очень многие из вас занимаются различными духовными практиками. Однако иногда ваши занятия просто бессмысленны, иногда бесполезны, а иногда приносят вред вашей душе и вашему развитию. Как определить, нужна вам эта практика или нет? Как найти именно то, что необходимо вашей душе в данный момент? Конечно, если бы я давал лекцию ученикам на Востоке, я бы посоветовал обратиться к учителю, преданному той или иной древней традиции. За тысячелетия практика многих духовных традиций подтвердила свое право на преподавание и принесла свои плоды в виде духовных достижений учеников, следующих этим традициям. Что же делать западному человечеству, которое утеряло истинные традиции, а те шарлатаны, которые приезжают, чтобы учить, не слишком владеют духовными традициями сами и сбивают с толку тех,
кто пытается им следовать. Однако есть в вашем мире крупицы древнего знания, есть традиции и практики, которые еще не растеряли знания высоких учителей прошлых эпох. Именно тогда, многие тысячелетия назад, мудрецы были способны воспринимать истинные методики и знания об энергетической системе человека. Это были остатки древних мудрецов и йогов, которые хранили знания. Задачей и целью воплощений многих духовных учителей было дать человечеству понимание о тонкой энергетической структуре человека, потому что предполагалось, что во времена Кали-юги человечество утеряет основные знания древности. Так и произошло. Самые основные знания человечество утеряло. И лишь искорки старого знания тут и там вспыхивают на планете, как достижения учеников древних школ. Ваш уровень сознания не позволяет вам даже дотронуться до древних истин. Однако в той или иной степени мы даем вам необходимые ключи в наших посланиях, которые при внимательном рассмотрении способны раскрыть ваше сознание и ваши спящие способности и указать вам верное направление ваших духовных поисков. Мы начинаем с малого, с правильных образцов, которыми вы должны неизменно себя окружать. Каждый предмет или образ, который попадает в поле вашего зрения, оказывает воздействие на всю вашу энергетическую систему. И если вы постоянно смотрите рекламу с неверными образами, то это заставляет вашу энергию сосредотачиваться на нижних чакрах и не дает возможности подняться священному огню в высшие чакры вашего существа. Вы сами добровольно блокируете поток высших энергий по вашему позвоночному столбу. Некачественная музыка, мясная пища, наркотики, алкоголь, никотин, порнография затягивают вас на низшие энергетические уровни и не дают возможности вашей душе развиваться. Откажитесь от неверных образцов и проявлений, и ваше высшее «Я» способно будет вывести вас на верный путь. Вы обретете способность делать различения и уже не будете напоминать слепых котят, которые тычутся от одного духовного направления к другому. Весь путь находится внутри вас, и ваша энергетическая система, когда она освободится от образцов массового сознания, способна будет настроить вас. У вас внутри сокрыт гигантский потенциал самонастройки на высшие миры.
И если вы сможете освободиться от оков массового сознания, неверных образцов, которые вас окружают, в считанные годы вы обретете духовные дары, в том числе дар развлечения. Массовое сознание и те структуры, которые за ним стоят, являются олицетворенными силами зла. И человечество на следующем этапе призвано освободиться от всего, что не дает подняться из чакры основания позвоночника вашей энергии кундалини. Мать мира сокрыта под покровом иллюзии сейчас. Но следующая эпоха явит миру лицо Матери мира. И после этого ничто не остановит продвижение человечества к периоду Золотого века. Сегодняшняя наша беседа содержит многие скрытые ключи. Я дотронулся до вашего спящего сознания отеческой заботливой рукой. И я терпеливо жду, когда лучшие представители человечества пробудятся от сладкого сна и устремятся к солнцу божественного знания. Я есмь Вайрочина.
sarva avarana pashodana yeso